Оля косит, а я гуляю. Всем привет! Вы на канале Сельский объектив. Меня зовут Оля. В этом году сенокос мы начали рано, по нашим меркам. Первый раз Вова поехал косить 19 июня на красном МТЗ. Обычно косим на синем, но синий МТЗ был еще в ремонте. Как правило, в этих числах июня погода у нас еще не стоит. Как видите, Вова косит, а за ним крадется огромная туча. Она брызнула небольшим ливнем, но это не помешало ему косить дальше. Почему начали косить, не дожидаясь хорошей погоды? Все просто. Нам нужно было скосить цветущий люпин, чтобы не дать ему образовать семена и размножиться. Эту часть поля мы почистили прошлой осенью от деревьев. Косим здесь первый раз. Хотим натянуть электропастух для выпаса коров. К августу здесь должна подрасти отава, и коровам будет новое пастбище. Трава разная, вверху совсем редкая, короткая, а в низине густая, почти по пояс. Убрать этот участок на сено особо не планировали, но надеялись, что хотя бы часть соберем. Так и получилось. 2 следующих дня у нас были практически круглосуточные ливни, а температура воздуха опускалась от плюс 13 до плюс 9. Вот такое у нас уральское лето. 2 дня назад было тепло, около 20 градусов. Сегодня всего лишь плюс 13. А коровы меня уже ждут. Ну что, идем домой? Малыши, пошли домой. Идем домой. Ну, что испугались-то? Иди, ладушка, домой. Буранчик, иди. Домой. Домой. Бегом. Давай, бусеныш, не отставай. Поддержите, пожалуйста, наш канал подпиской, лайком и комментариями. Ну, идите, давайте, топайте. Топайте домой. Домой все. Буська, домой. Это что такое было? Это что было? Ты что меня легнуть хотела? Ну ничего себе ты, малявочка. Буранчик, иди домой. Иди домой, чего боишься? Все моего пакета испугались. Что такое страшное? Черный пакет увидел, да? Ой, как страшно. Ой, смех над тобой, Буранчик. Черного пакета испугался, да? Что? Не такой страшный? Иди давай, дурындыш. Давай, ладушка, иди за всеми, иди. Иди домой, иди. Все боятся черного пакета. Ну, смех над вами. Ой, смех над вами. Иди давай, ладушка, иди домой. Буська. Ну что, страшный пакет? Ой, какой страшный пакет. Ну давай, идите. Идите, малявки, домой. Пуська, иди домой. Ну, иди. Какая красота! Но эта красота, таящая в себе опасность. Мало кто задумывается, что эти красивые на первый взгляд растения могут принести вред, а между тем дикие люпины включены в черную книгу флоры, наряду с борщевиком. Это настоящие захватчики садов и полей, которые истощают почву и вытесняют любые растения. Их корни проникают в землю на глубину до 2,5 метров. Они устойчивы к засухе, не боятся непогоды и ветра. Дикие люпины содержат алкалоиды, и травоядных животных кормить люпином нельзя. На сено они также не годятся. Запах люпина коварен,
Цветок выделяет вредные вещества, которые вызывают аллергию и даже отеки легких. Семена – самая ядовитая часть, а сок люпина, попадая на кожу, может вызвать раздражение и даже ожоги. Бороться с ними очень сложно. С ранней весны и до поздней осени они цветут и образуют семена. После скашивания быстро отрастают и снова начинают цвести. Это поле и еще одно поле забросил один фермер. Теперь нам придется обрабатывать эти поля, потому что они граничат с нашими полями, и люпин потихоньку перебирается и к нам. Это часть моей работы на сегодня. А там еще несколько таких островов, которые нужно будет скосить. Ну что, с одним островом справилась. Только упыхтелась вся, капец. Нужно идти к следующим островам. Вот один здесь, а другой там в конце поля. Ой, кто это у нас тут сидит? Вот побежал. Ты уже вырос. Когда мы с Вовой ходили чистить здесь поле, эти маленькие бегали, совсем маленькие такие, желтенькие, с коричневенькими пятнышками. А сейчас уже подрос. Ну что, овес у нас всходит. Нормальные такие всходы. Как посеяли полосочками, так и всходит. Ну, конечно, еще мусор всходит, ну, как без него, как без сорняков. Зеленеют наши посевы. Время 9 вечера. Я иду на пастбище за коровами. И еще накачать воды в нашу поилку на утро им. Сегодня был такой хороший день. Было тепло, но при этом не жарко. Хорошо прям. Никто не летал, не кусал. Я думаю, что коровки вообще спокойно сегодня паслись. Вообще, как хорошо летом. Какая красота. Тепло. Но хорошо, когда нет дождей. У нас тут 2 дня были просто проливные дожди. А сегодня прям так, прям свежести так пахнет и так хорошо. И главное, тепло. Ладушка ко мне идет, да? Ладушка идет ко мне. Ой, ты, девочка маленькая идет. Пойдем домой. Там дам хлебушек. Пошлите домой. Ну все, не тянись. Ну, домой пошли. Буранчик, домой. Нет, у меня здесь у меня ничего нет. Все дома дам. Дома. Давайте. Малыши, догоняйте. Буська? Буська дома. Все дома. Все, идите домой. Побежали. Мама здесь косила траву под электропастухом. И они все на нее нападают. Да, Мартуся? Удобно же, когда уже скошено. И не надо хватать. Рвать траву не надо, да? Мартуся? Ну, давайте, идите домой. Пойдем. Марта, пойдем домой. Пойдем домой. Малышня догоняет. Бусинка все время останавливается и глядит на меня. Все ждет хлебушек. А хлебушек только дома. Ну, Марсик, иди скорей. Марсик, отстаешь. Все такие грязненькие.
Видимо, земля еще не высохла, они где-то успели полежать в грязи. Вот, значит, все разобрал. Головку снял, все помыл, почистил. Вот старая прокладка ГБЦ, получается, пробила на третьем цилиндре вот в этом месте. Это получается вот в этом месте пробило. Ну, по идее, что тут надо делать? Надо протачивать посадочные места в блоке под гильзы, под все. И подкладывать под гильзы регулировочные кольца, шайбы. Под посадочные места гильз. Ну, это надо делать уже фрезеровщику. Всем привет! Собираю трактор. Значит, свозил я головку блока на ремонт, отфрезеровали, поменяли клапана, новые клапана, поменяли направляющие втулки клапанов и маслосъемные колпачки. Купил еще такую прокладку металлическую. Заметил еще, когда тут почистил все, что клапан ударялся о поршень. Я так думаю, наверное, неправильно был отрегулирован зазор. Ну и я еще думал, что просел третий цилиндр, гильза. Но щупом мерил 0,1 миллиметра. И искал в интернете, и говорят, что типа это в пределах допуска. Поэтому пока ничего делать не буду, так соберу. Плюс еще вот купил новый радиатор. Потому что у меня старый был угрохан. Сейчас буду ставить и собирать, регулировать клапана. Ну и радиатор потом поставлю. Как-то так. Купил я вот такой динамометрический ключ. Так, что у нас в книжке написано? Значение моментов затяжки должны находиться в пределах 157-177 ньютон-метров. А здесь ньютон-метры. Но почему-то здесь написано 170. А в другой книжке написано 200 ньютон-метров. Тут расслабляем и устанавливаем нужный момент. Так, для начала установим, наверное, 160. Не, 150. Потом второй раз протяну 170 и третий раз, наверное, где-нибудь 190. Так, последовательность какая? Первая это вот это. Что ты там кровь снимаешь? Ну ты какие-то штуки туда засовываешь, я снимаю. Ты меряю зазор на клапанах. Первый сначала выставляется 1, 3, 4, 2, 13,42. Первый, потом третий, 1, 3, потом четвертый, потом второй.
Ты уже будешь сейчас сверху эту крышку ставить? Почти готово. Вот, наконец-то я собрал синий трактор. Значит, что у нас тут было? Пробила прокладку. И, получается, снимал головку, отвозил на ремонт ее в ремзавод. Ее отфрезеровали, поменяли клапана, направляющие втулки, сняли фаску у сёдел клапанов, поменяли колпачки, ну и фрезернули плоскость. Но это уже у меня второй раз я его собираю. Первый раз собирал, сорвал резьбу в блоке шпильками и ездил к токарю, заказывал. Вот у меня, получается, были такие шпильки на 14. Вот токарь мне выточил на 16 с ремонтной резьбой. И вот я мечиками нарезал новую резьбу. Ну, больше ждал, когда токарь выточит. И собрал. Сначала вот такую хотел ставить прокладку. Ну, первый раз я ее и поставил. Она как бы газы держит, но она тосол не держит. Все равно на прокладку с герметиком. Были у меня подозрения, что гильза третьего цилиндра просела. В общем, накладывал линейку, мерил щупами. Получилась третья гильза, просевшая на 0, примерно 14 миллиметра. Ну, поискал в интернете, посмотрел, говорят, что это типа в пределах еще допуска. Типа допускается до 0,20 миллиметра. Поэтому пока собрал так. Но если бы пробила прокладку из-за просевшей гильзы, то он бы у меня 5 лет не отходил. Потому что в прошлый раз я перебирал, снимал головку лет 5 назад где-то. Если бы была просевшая гильза, она бы в течение года бы снова пробила. Поэтому вряд ли от просевшей гильзы. Заодно еще вот поставил новый этот радиатор. Только он китайский, конечно. Кстати, вот такой у меня подогрев. Он вроде бы польского производства. Там написано вроде. Или чешского. Made in Czech или что-то типа того было. В общем, почему-то таких в России очень мало. Их не найдешь. Я его заказывал через интернет, кое-как нашел. В Европе таких много, в Восточной Европе много таких, ну там их, видимо, делают. У нас почему-то они не популярны, такие подогреватели. Но мне такой больше нравится. Нет никаких клапанов, моторчиков и так далее. То есть он сам греет, как чайник, и само циркулирует. Вот потом я еще весной поставил трубки топливные высокого давления. У меня одну трубку старую треснула, лопнула она вот здесь вот. И текла солярка. Я хотел одну купить, но они только продавались наборами, поэтому купил такие. Кое-как нашел именно из такого металла. Это твердый металл какой-то, сплав. Потому что еще продают из белого сплава. А белый сплав — это дюраль алюминий. И он гнется. Они гнутся очень легко. Вот у меня на красном Беларуси они из белого сплава. И они гнутся. И вот у них вот эти места стыка штуцера, когда затягиваешь, их сминает. Короче, если брать такие трубки, то надо вот такие брать трубки. Они крепче, надежнее. Это какой-то крепкий металл, сплав. А вот хотел давно показать дозатор. Я в прошлом году делал. Вот, значит, стандартно гидробак, как у всех, как все делают. Тут вал вывел. Здесь дозатор поставил, он белорусского производства. Ну и тут все шлангами сделал так, чтобы здесь радиатору было посвободнее. Ну и вот, наконец, такое вот крепление
поставил. Это огромное спасибо Рафаэлю с канала МТЗок. Мне кажется, это его производство, потому что это я заказывал в прошлом году в Белгороде такой кронштейн. Вот. А у Рафаэля я на канале МТЗок видел, как раз они такие делали кронштейны. Вот. Постоянно его смотрю. Привет ему. Вот, ну тут что, гидроцилиндр стандартно. Такое, так сказать, ноу-хау. Вот эта тяга задевала за раму. Я видел некоторые, если я не ошибаюсь, канал Семёныч, что ли, он показывал, как он загибал вот эти вот части. То есть грел их автогеном и загибал, чтобы вот это вот было ниже, и чтобы сама тяга была ниже. Но я не стал так делать, я просто взял эту тягу, съездил к газосварщику, нагрели автогеном вот эти вот части и чуть-чуть подзагнули вот эти части. И все, сейчас и можно регулировать, и тут ничего не задевает. Сейчас с этой стороны тоже аналогично. Вот Оля косит, а я гуляю. Ну тут трава так себе, хреновая. И очень много люпина. Здесь давно не пахалось, не сеялось. Поэтому здесь в основном дикая трава. И нарос вот этот вот люпин. Он по сути коровам вреден. И планирую я его попробовать потравить этим глифосатом Торнадо 540. Пораспылять, потом по отаве уже, когда отава пойдет, он начнет снова расти. И попробуем походить, пораспылять ее. Может, что-то получится. А я вот хожу по меже, срубаю вот такие вот деревья. Вот этот люпин, везде он у нас одолел. Как с ним бороться вообще уже? Везде он растет. Кругом этот люпин на межах. По сути, вот этих межей их вообще не надо. Надо почти что вплотную до дороги. Все скашивать, убирать, обрабатывать, чтобы такие межи не оставались, и тогда вот этого зараза не будет, меньше будет. Потому что смысл на поле обработаешь, перепашешь глифосатом, вытравишь эти сорняки, а на межах-то они кучу. И то есть через 2-3 года они опять, эти сорняки осеменятся и опять попадут на поле. Поэтому надо межи все тоже убирать, чтобы поле было вплотную к дороге. Вот там дорога проходит, а такие на межах наросли елки, а среди этих елок вот такой люпин растет. Кто знает, напишите в комментариях, как бороться вот с этой напастью, вот с этим люпином, как его вытравить. Потому что как не наберешь в Яндексе или в Ютубе, как уничтожить люпин на своем участке. В итоге выдает в поисковике, как выращивать люпин, как посадить люпин, семена люпина, люпин на цветы. Ну, короче, идиотизм какой-то. Это люпин самый настоящий сорняк. Его надо убирать, вытравливать, потому что он захватывает все больше территории. Он наряду с борщевиком такой же вредоносный сорняк. С сеном, которое пролежало 2 дня под ливнями, ничего не случилось.
Вполне себе зеленое сухое сено получилось. Видимо, сказалось то, что мы косили его прямо перед ливнями, плюс низкие температуры. А потом почти неделю оно досыхало в основном на ветру при плюс 18. Там, где много было люпина, собирать сено не стали. Где можно было отделить люпин, убрали его в сторону. А мы запрессовали почти 20 рулонов. Вон там. С 4 июля нам пообещали жару, примерно до 14 июля. Поэтому с 3 числа началась горячая пора сенокоса. Надеемся, все успеем.